Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас связать на лето роскошный топ спицами. Топ с А-силуэтом подойдет для любой фигуры. Немного расширенный к низу силуэт скрывает недостатки фигуры и делает формы более женственными. Изящный верх топа оформлен простым ажуром, а на спинке аккуратный вырез капелька. Этот топ вы можете связать из любой летней пряжи. Я для вас приготовила подробный пример расчета вязания топа на размеры 46, 48, 50, 52 в PDF файле. Купить описание топа можно по ссылке под видео. Вы можете самостоятельно рассчитать вязание топа. В этом видео покажу все моменты вязания данной модели. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Дорогие рукодельницы, я в процессе вязания второго топа из пряжи второго варианта и хочу вам сейчас показать, какую пряжу я использую, какой пряжей можно связать данный топ. В принципе, для вязания данного топа можно взять любую пряжу. Конечно, выбирайте состав, который вам больше комфортен для вязания летних вещей. Это может быть хлопок, полухлопок, и лен, и другие составы. В расчетах в описании, смотрите, вы можете по любой плотности вязания легко рассчитать, сколько набрать петель для начала вязания топа по низу. Далее, сколько сделать убавок, чтобы сформировать силуэт к проймам. И далее уже вязание переда и спинки тоже легко рассчитывается и провязывается на любой плотности. Смотрите, первый топ я связала черного цвета. Очень люблю такие силуэтные черные топы, которые стройнят, улучшают фигуру. Это у меня пряжа Газал Organic Baby Cotton. Моточек 50 грамм, здесь 115 метров. Чистый хлопок, очень комфортная, приятная пряжа. Здесь стопроцентный органический хлопок. Обращайте внимание, есть такая же пряжа, только полухлопок, там в составе половина акрила. Хлопок, конечно, он более приятный. Черный цвет мне нравится, но им, конечно же, вязать сложнее. Если вы хотите облегчить себе работу, то выбирайте более светлые тона. Но я хотела связать черный топ и связала его так, как, в принципе, здесь очень простые узоры, можно вязать даже не глядя. Второй вариант, я вяжу топ вот с таким легким блеском. Это пряжа Янард Элегант. Здесь в составе 88% хлопка и 12% вот этот вот металлик полиэстера, то есть вот этот люрекс. Он практически не ощущается, не колется, очень такой комфортный в носке летом, даже в сильную жару. И вот такое легкое сияние получается у полотна. Моточек здесь 50 грамм, сейчас я вам покажу метраж, здесь 130 метров. То есть ниточка чуть тоньше, чем у вот черной пряжи. Но вяжу я одними спицами номер 5, круговые спицы. Взяла сразу спицы с длинной леской. И вязание топа идет от низа вверх. То есть мы до пройм вяжем круговыми рядами без боковых швов. По боковым сторонам делаем по расчету, по ритму убавки. Заужаем топ до груди, до размера по обхвату груди. И далее уже отдельно вывязываем перед и спинку. Дорогие друзья, забыла упомянуть, что для вязания топа, вот я вяжу топ на 50 размер, у меня ушло почти 250 грамм хлопковой пряжи. То есть вот осталось полмоточка пряжи на мой размер. Соответственно, если у вас будет размер меньше, то, возможно, расход будет всего 200 грамм. Если размер будет больше, то у вас, возможно, уйдет и 300 грамм пряжи. Второй вариант. Расход точно такой же, так как толщина нити примерно одинаковая. Дорогие друзья, несмотря на то, что эти ниточки примерно одинаковые по толщине, у них совсем разная плотность вязания. Смотрите, из вот черного хлопка в ширину на 10 сантиметров плотность вязания составляет 18 петель, а в высоту 25 рядов. Вот вторая ниточка, вот этот вот
Цвет называется, кстати, джинс. Это цвет 103. Это здесь плотность вязания на 10 сантиметров 19 петель, то есть разница всего 1 петля, но в высоту получается на 10 сантиметров 30 рядов, то есть разница 5 петель. Поэтому обязательно перед тем, как приступить к вязанию топа, если особенно вы выбираете свой вид пряжи, обязательно свяжите образец, постирайте его хотя бы просто от партии и измеряйте плотность вязания, высоту, в ширину, сравнивайте. И если нужно, делайте свои расчеты или вносите корректировки по расчетам петель и в ширину, сколько вам нужно количество петель провязать, и в высоту, сколько нужно количество рядов провязать. Итак, дорогие рукодельницы, я вяжу топ по той же выкройке, что и первый вариант, но из-за разницы в плотности вязания петель первой и второй пряжи, конечно же, делаю второй расчет. Все расчеты на 2 вида пряжи и на все размеры будут в описании. Если вы хотите, можете сделать расчет самостоятельно по примеру, или ваши, если мерки и пряжа совпадают, то можете взять мое описание попетельное вязание топа для своего размера и приступить к вязанию. Здесь вам потребуется снять мерки. Самый главный — это обхват груди. Для каждого размера свой обхват груди и, конечно же, обхват бедер. Начинаем мы вязать топ снизу вверх. И смотрите, здесь внизу по обхвату бедер свобода облегания плюс 10 сантиметров. Дорогие рукодельницы, у меня обхват бедер 104 сантиметра, поэтому я прибавляю 10 сантиметров для свободы низа и для формирования силуэта. То есть мне необходимо рассчитать низ топа на окружность 114 сантиметров или ширина примерно 57 сантиметров. И, конечно же, для 2 видов пряжи я делаю свой расчет. Далее рассчитываем мы, конечно же, по ширине обхвата груди. Здесь у нас свобода облегания 0. То есть какой у вас обхват груди, на такую же окружность вы должны рассчитать, сколько у вас должно получиться петель к вязанию, к проймам. И далее мы рассчитываем ритм убавок от бедер к проймам, сколько нужно сделать убавлений по боковым сторонам и в каком ритме лучше делать убавление. Я начинаю делать убавление, провязав примерно 5 сантиметров от низа, то есть это примерно 10 рядов, и далее уже рассчитываю ритм убавок. Убавки я считаю, отмеряю маркерами, чтобы было удобно определять, в каком месте была убавка, и далее уже отсчитывать до следующей убавки ряды. И таким образом мы довязываем снизу до пройм топ без боковых швов. Кстати, забыла вам сказать, что низ оформляем. Вот от низа мы начинаем вязать лицевой гладью. Здесь нет резинки. Вот такой способ закрепления края для лицевой глади я показывала в отдельном видео. Смотрите, переходите по ссылке. Ссылка на мастер-класс будет в описании. И получается край вот такой более уплотненный. Он хорошо сочетается с лицевой гладью, и можно применять его если вы не хотите вязать по низу резинку. Дорогие рукодельницы, после того, как основная часть топа будет связана снизу вверх, здесь по боковым сторонам сделаны убавления к проймам, чтобы у вас получился силуэт, и здесь уже количество петель наверху соответствовало вашим меркам. И смотрите, у меня сейчас высота или длина основной части 35 сантиметров. Это на мой рост 165 сантиметров. Если у вас рост больше, то вы можете, конечно же, связать топ длиннее. И далее переходим на вязание переда и спинки. И для этого необходимо все петли разделить пополам, но так, чтобы для спинки у вас было четное количество петель, для переда нечетное количество петель. У меня на одну петлю больше уходит на перед, чем на спинку. И вначале я буду вязать спинку, и сейчас в первых рядах буду формировать проймы. И для этого вначале в первом ряду, в начале каждого ряда 2 раза буду с боковых сторон убавлять по 5 петель. Убавки буду делать просто. Снимаю петлю, следующую петлю провязываю лицевой и перекидываю снятую петлю на провязанную. Далее следующую петлю провязываю лицевой и перекидываю
предыдущую петлю через провязанную. Это у меня 2 убавления, 3 убавления, 4 и 5 убавление. То есть я с краю убавила 5 петель. Далее провязываю до второй боковой стороны все петли лицевыми. И в следующем изнаночном ряду уже буду убавлять с другой стороны тоже 5 петель, только по изнанке. Итак, я провязала петли до маркера, означающего вторую боковую сторону. Поворачиваю вязание наизнанку. И далее теперь вяжу в обратном направлении. И в этом ряду делаю убавки для второй проймы. И здесь первую петлю также я снимаю. Следующую провязываю изнаночной. И перекидываю вот предыдущую петлю через провязанную. То есть мы здесь тоже делаем простые убавки. И также с этой стороны убавляю 5 петель. Далее будет у меня в следующих 2 рядах я буду убавлять с 2 сторон по 3 петли. Еще раз по 2 петли и еще раз по 1 петли с 2 боковых сторон. Итак, дорогие друзья, я уже провязала 8 рядов спинки, и за эти 8 рядов сформировала убавление для пройм. И далее, смотрите, переходим к вязанию верхней части спинки, и вновь все петли спинки делим поровну пополам. И теперь будем отдельно вязать одну и вторую сторону спинки. Вначале я свяжу правую сторону спинки. И вяжем спинку так. Нам необходимо распределить вот петли для одной стороны спинки. Вначале идут петли кромочные, 3 петли кромочные. Далее будут 3 петли лицевые идти. Далее 26 петель ажурного узора. Здесь, смотрите, так как у меня общее количество 35 петель, я на них распределяю 26 петель ажурного узора. И у меня остается 3 петли. 2 петли лицевых и 1 кромочная. Если у вас больше или меньшее количество петель, вы можете ажурный узор либо расширить. Раппорт узора составляет 4 петли, но можно еще плюс 2 петли, то есть туда-сюда играть. Это будет пол раппорта узора. Сейчас я покажу, как провязывается ажурный узор. Или также можно прибавить или увеличить или уменьшить количество лицевых петель с одной или с другой стороны, чтобы вписать ажурный узор. Итак, начинаю вязать первый ряд. Получается, с одной стороны спинки. Всегда начинаем вязать ряд по лицевой, в котором в лицевых рядах мы будем формировать ажурный узор. Первые 3 петли кромочные, и здесь от проймы первые 3 петли снимаю в лицевом ряду нить за вязанием. То есть у нас будет такая более закругленная кромка из 3 снятых петель. Далее в конце пройму топа мы будем обвязывать крючком, поэтому это еще не заключительный вариант вот вязания проймы. Здесь мы после обвязки все будет выравниваться, и пройма будет более оформлена. Далее 3 лицевых после 3 кромочных, и далее начинаю вязать ажурный узор. Раппорт ажурного узора. Вначале делаем накид, далее 3 петли вместе так, чтобы центральная петля оказалась сверху. Для этого меняю местами первые 2 петли, чтобы центральная была первой. И далее 3 петли провязываю вместе за вторые стеночки. И вот центральная лицевая оказывается сверху. Вновь делаю накид и 1 лицевая. Раппорт узора 4 петли провязан. Далее повтор. Накид. Так как у меня получается 26 петель ажурного узора будет, то это будет 6 повторений полного раппорта и 2 петли для половины раппорта. Так, второе повторение. Накид, 3 петли вместе, накид и лицевая. Третье повторение. Накид, 3 петли вместе, накид и лицевая. Четвертое повторение. Накид, 3 петли вместе, накид и лицевая. Далее 5-е повторение. Накид, 3 петли вместе,
накид и лицевая. И шестое повторение, накид, три петли вместе, накид, лицевая. Теперь мне необходимо провязать пол раппорта. Для этого я делаю накид и провязываю 2 петли вместе. Здесь стеночки первой петли меняю местами и провязываю за вторые стеночки 2 петли вместе, одну лицевую вместо 3. И на этом заканчивается ажурный узор. Далее у меня идет до центра спинки 2 лицевых, и остается последняя, это кромочная, я ее провяжу изнаночной. Далее поворачиваю вязание и в обратном направлении второй ряд получается по спинке. Здесь смотрите, первая кромочная, мы ее снимаем так, чтобы с краю образовался узелковый край. И здесь я нить впереди оставляю рабочую и первую петлю снимаю. И получается, что у нас петля перекрещивается, и получается вот такой с краю небольшой узелок. Далее вяжем 2 изнаночные. После идет ажурный узор 26 петель, но в изнаночном ряду мы все петли и все накиды здесь провязываем изнаночными. И по сути далее до проймы здесь мы провязываем изнаночный ряд, все петли изнаночные. Начинаю вязать третий ряд первой половины спинки, и по сути он вяжется точно так же, как первый ряд. Первые 3 петли кромочные от проймы мы снимаем, не провязывая нить за вязанием. Далее идет 2-3 лицевые петли, и далее начинаем вязать ажурный узор. В лицевых рядах мы повторяем ажурный узор. То есть у нас получается линейный узор над накидами. Вот выполняем накиды. Далее 3 петли вместе. После 3 петель вместе тоже накид. И вот над лицевой, в предыдущем лицевом ряду тоже провязываем лицевую. И повторяем ажурный узор. На 26 петлях также я провязала 24 петли ажурного узора, повторив раппорт 6 раз. И в конце полураппорта 2 петли накид и 2 петли вместе. Здесь петлю меняю стеночки местами и провязываю 2 петли за вторые стеночки одной лицевой. И здесь остается 2 лицевых и кромочная, ее провязываю изнаночной, поворачиваю вязание, 4 ряд получается по изнанке. Здесь первую кромочную снимаю, смотрите, нить впереди, чтобы сформировался вот такой узелковый край. И далее все петли, все накиды провязываю изнаночные, получается весь ряд до проймы. Далее вяжу первую вот половину спинки без изменений, повторяя как первый и второй ряд до выреза горловины по спинке. И затем уже буду оформлять вырез горловины спинки с помощью убавлений. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала первую половину спинки до начала выреза горловины, и сейчас буду формировать вырез горловины по спинке. И я провязала здесь на высоту примерно 15-16 сантиметров. Здесь я выполнила, получается, 18 повторений раппорта узора. Вот 18 раппорт я провязала, получается, 35 ряд с направлением от проймы к центру спинки. И в 36 ряду, то есть в лицевом ряду, здесь я, как обычно, сформировала ажурный узор, провязала. И здесь от центра спинки теперь к пройме с направлением в изнаночном ряду буду закрывать петли для формирования выреза горловины. И здесь я буду вначале закрывать в первом ряду от центра спинки к пройме 13 петель. В следующем ряду я закрою 3 петли, далее 2 петли и еще 1 петля. И уже последние петли в оставшемся ряду с направлением также от центра к пройме буду закрывать петли для плеча. Итак, закрываем петли мы тоже
также простым способом. Первую петлю снимаю, следующую провязываю изнаночной и перекидываю снятую через провязанную. Далее вновь провязываю следующую петлю изнаночной и перекидываю предыдущую через провязанную. И так закрываю 13 петель. То есть накиды мы также провязываем изнаночными и перекидываем. Оставшиеся петли мы до проймы в этом ряду будем провязывать изнаночными. В следующем ряду мы также вяжем ажурный узор до края выреза горловины. И уже в изнаночном ряду от центра направления к пройме закрываем петли. Итак, я сформировала горловину по спинке. Далее закрыла петли плеча. Здесь я не старалась сильно выравнивать ступеньки, так как горловину все равно буду в завершении обвязывать. И край будет более ровный и, конечно же, будет более плотный. И начинаю вязать вторую половину спинки. И здесь присоединяю нить и первый ряд начинаю вязать от центра к пройме. Дорогие друзья, присоединяю нить с помощью крючка. И здесь я вот этот вот, чтобы разрез внизу слишком не растягивался, буду присоединять нить вот к петле, которая вот с противоположной стороны с помощью крючка подхватываю нить и провязываю здесь как начальную петлю, как узелок делаю. То есть на этой нити будет присоединение. И тогда вот этот вот разрез внизу не будет слишком растягиваться. Хвостик я потом замаскирую здесь на изнанке. И далее приступаю к вязанию. Дорогие друзья, при вязании второй половины спинки, здесь от центра спинки мы к пройме вяжем первый лицевой ряд. И в этом ряду, конечно же, мы начинаем вязать ажурный узор. Ажурный узор мы провязываем, формируем в лицевом ряду, в изнаночном все петли мы провязываем изнаночными. И здесь получается мы должны вязать симметрично. Первая петля кромочная, по идее, мы должны снять, но здесь в первом ряду я ее провяжу лицевой. Далее провязываем 2 лицевых. И далее у нас идет 26 петель ажурного узора, но начинаем мы вязать ажурный узор с половиной раппорта. И половину раппорта провязываем 2 петли вместе лицевой, причем за передние стеночки, чтобы у нас убавление было с наклоном вправо. И выполняем накид. И далее получается, смотрите, мы тут будем вязать симметрично. То есть если мы вначале вязали 3 петли вместе накид, 3 петли вместе накид и лицевая, то здесь, чтобы у нас узор симметрично отображался, здесь мы будем вязать, смотрите, сделали накид и далее повторяем раппорт так: лицевая, накид и 3 петли вместе. В начале первые 2 петли переснимаем, чтобы центральная петля была впереди, и затем 3 петли провязываем лицевой, чтобы центральная петля оказалась впереди. И после делаем накид. То есть у нас раппорт немножко меняется в чередовании: лицевая, накид, 3 петли вместе, накид. И далее повторяем: лицевая, накид. То есть у нас 6 полных повторений, и пол раппорта мы провязали в начале. 3 петли вместе, накид. Мы выполнили уже здесь второе повторение. Итак, я провязала ажурный узор на 26 петлях. Вот последний раппорт: лицевая, накид, 3 петли вместе, накид. И у меня остается 6 петель: 3 лицевых и остается еще 3 кромочных. Но здесь я кромочные тоже в лицевом ряду, получается, по направлению к пройме провязываю их лицевыми. Далее поворачиваю вязание. И далее в изнаночном ряду мы вяжем так: первые 3 петли кромочные снимаем, причем нить рабочую располагаем впереди. И первые 3 петли снимаем, не провязывая. Далее провязываем, получается, 3 петли изнаночные. И далее идет ажурный узор. Но здесь мы все накиды и все петли тоже провязываем изнаночные. По сути, в изнаночных рядах здесь мы от проймы к центру 3 петли первые снимаем, нить рабочая впереди,
и следующие все петли, все накиды изнаночные до конца. Начинаю вязать третий ряд и по сути второй раппорт ажурного узора в высоту. И здесь идет тоже направление от центра к проймы. Первую петлю кромочную здесь мы снимаем, причем смотрите, тоже нить располагаем впереди. И петлю снимаем, здесь получается узелковый край. Далее 2 лицевых, то есть идет по сути повтор. Далее 2 петли вместе, половину раппорта провязываем с наклоном вправо и накид. И далее идет полный раппорт, начиная с 1 лицевой, накид, 3 петли вместе и накид. И полный раппорт повторяется у меня тут 6 раз. И заканчиваю лицевой ряд, получается 3 лицевых и 3 кромочные, тоже 3 лицевых. Изнаночные 3 петли снимаем, все остальные петли и накиды провязываются изнаночными. И таким образом вот повторяется 2 ряда, лицевой, изнаночный, и также провязываю здесь вторую половину спинки до начала выреза горловины и формирую затем вырез. Тоже от, получается, центра мы начинаем закрывать петли проймы. В ряду 13 петель, затем 3, 2, 1 и последние петли плеча. Прежде чем приступить к вязанию переда, здесь я посчитала петли и выделила центральные 3 петли. Относительно этих центральных 3 петель мы будем вязать ажурный узор и расширять его от центра, прибавляя по раппорту, вот расширять к проймам, формируя вот такой треугольный ажурный вырез. Но вначале, прежде чем приступить к вязанию ажурного узора, здесь мы вяжем первые 8 рядов, вот, формируя вырезы для пройм с 2 боковых сторон. И здесь убавляем с каждой стороны в начале 5 петель в лицевом, в изнаночном ряду убавляем в 2 рядах, затем по 3 петли в лицевом, в изнаночном ряду, по 2 петли в лицевом, в изнаночном ряду с 2 сторон и по 1 петле. То есть точно так же, как и для спинки, точно такой же будет здесь вырез для пройм с 2 боковых сторон. И через 8 рядов уже далее приступаем к вывязыванию ажурного узора. Дорогие рукодельницы, здесь сформировав вырезы для пройм с 2 боковых сторон, далее перехожу к вывязыванию ажурного узора по переду. И узор у нас будет расширяться от центра проймам и будет формировать вот такой треугольный ажурный треугольник. И теперь, выделив вот эти вот центральные 3 петли, относительно этих 3 центральных петель мы будем ажурный узор и вязать. Итак, в первом ряду, в лицевом ряду мы вывязываем ажурный узор. В изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночные, только кроме кромочных. Кромочные петли мы здесь формируем так. Первые 3 петли по лицевой стороне мы снимаем нить за вязанием. Далее провязываем лицевые петли до вот центральных 3 петель, которые мы отметили маркером. Довязав до центральных 3 петель, здесь вначале делаю накид, затем 3 центральные петли провязываю вместе, так, чтобы центральная петля оказалась сверху. Для этого первые 2 петли мы меняем местами и затем провязываем все 3 петли за вторые стеночки. Вот после убавления, то есть мы здесь убавили 2 петли, делаем второй накид. И далее мы после 3 центральных петель вяжем все лицевые петли до края проймы. Начинаю вязать второй изнаночный ряд, и мы здесь формируем тоже кромку от второй стороны проймы. И первые 3 петли снимаем, но нить рабочая у нас впереди. Первые 3 петли сняли и далее продолжаем вязать. Здесь мы во втором изнаночном ряду провязываем все петли и все накиды вот ажурного узора, все петли изнаночные, и вяжем, получается, мы до конца ряда все изнаночные.
Далее третий и четвертый ряд мы повторяем и вяжем точно так же, как первый и второй. Я провязала третий и четвертый ряд. Смотрите, здесь ажурный узор, один раппорт повторился 2 раза в высоту. И далее начинаю вязать пятый, шестой ряд и начинаю расширять раппорт ажурного узора влево и вправо. И я отмечаю маркером от центральных 3 петель. Здесь уже их видно по накидам. Отмечаю вправо 4 петли. И влево на один раппорт тоже 4 петли. И начинаю вязать пятый лицевой ряд, в котором формируется ажурный узор. От края проймы в начале, как обычно, 3 первые кромочные петли снимаем, не провязывая. И далее вяжем лицевые до отмеченного маркером петлей. Довязав до первого маркера, здесь мы на первых 4 петлях провязываем первый раппорт узора, то есть получается расширение идет вправо. Делаем накид, далее провязываем 3 петли вместе так, чтобы центральная петля оказалась сверху. Меняем местами первые 2 петли, затем провязываем 3 петли за вторую стеночку. Накид и лицевая. То есть здесь у нас накид, 3 петли вместе, накид, лицевая. Идет в таком порядке. Далее мы центральный узор провязываем, накид, 3 петли вместе, и накид. Далее второй ажурный раппорт, то есть относительно центра, идет в обратном порядке, то есть чтобы у нас симметрично левая и правая сторона была. То есть здесь мы провязали 3 петли вместе, далее 1 лицевая, накид, 3 петли вместе, так чтобы центральная петля оказалась сверху, и накид. Здесь убираю маркеры и далее довязываю этот ряд лицевые до края. Изнаночный ряд мы провязываем, как обычно, первые 3 петли снимаем, не провязывая, как кромочный, и все петли и накиды изнаночные. Далее еще раз 7 и 8 ряд повторяем точно так же, как 5 и 6. То есть у нас получается расширение ажурного узора мы делаем после 2 повторений раппортов в высоту. И далее, провязав 7, 8 ряд, 9, 10 ряд, мы точно так же влево и вправо еще раз отмечаем 4 петли. И тоже согласно узору провязываем раппорт ажурного узора и влево, и вправо. И таким образом мы вяжем, расширяя ажурный узор до выреза горловины по переду. По переду мы будем делать вырез горловины ниже, чем по спинке. Здесь я вниз буду ниже на 3 раппорта. То есть здесь у меня 18 раппортов ажурного узора до выреза горловины провязано вверх, а по переду я провяжу 15 раппортов вверх. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала переднюю сторону до начала выреза горловины. По переду у меня вырез горловины будет проходить чуть ниже, чем по спинке, вниз на 6 рядов или на 3 раппорта. Я отсчитываю раппорт вот по дырочкам. 1, 2, 3. И как раз вот до этого момента я довязала ажурный узор. От самого первого раппорта ажурного узора здесь я повторила 15 раз ажурный узор. И получается в 30 ряду, так как раппорт узора в высоту 2 ряда, в 30 ряду, который идет изнаночный ряд слева направо, я уже начинаю формировать вырез горловины. И это будет правая сторона для вывязывания выреза горловины. То есть далее мы отдельно вывязываем сначала правую, потом левую сторону. Итак, здесь я изнаночный ряд довязала вот до центральной петли. Еще напомню, что у нас наперед было распределено на одну петлю больше, чем на спинку, то есть нечетное количество петель. Поэтому здесь я буду для правой половины закрывать в начале не 13 петель, а 14 петель в первом ряду. Для левой стороны в первом ряду я закрою 13 петель. То есть здесь на правую сторону одну петлю увеличиваю. То есть здесь, смотрите, я довязала вот до центра, изнаночный ряд до центральной петли. И далее начинаю закрытие петель.
Здесь снимаю петлю, причем нить впереди петли снятой. И следующую петлю, вот это накид получается, провязываю изнаночной и перекидываю снятую петлю через провязанную. Это первое убавление. И дальше таким образом второе убавление, провязываю следующую петлю изнаночной и перекидываю предыдущую петлю. И таким образом я убавляю 14 петель в первом ряду убавления для выреза горловины. Закрыв 14 петель, далее все петли в этом ряду довязываю до проймы изнаночными. Далее второй ряд получается для правой стороны, это лицевой ряд, и мы здесь начинаем вязать от проймы. Как обычно, 3 петли первой кромочные снимаем, не провязывая. Далее получается, мы уже здесь расширили ажурный узор, и далее его расширять уже к пройме нет петель. И здесь у меня остается 3 лицевых петли, и далее идет ажурный узор. Продолжаем вязать по рисунку. Здесь идет накид. Далее 3 петли вместе, накид и лицевая. И в этом ряду я провязываю ажурный узор до конца, вот до края горловины. Провязав лицевой ряд до края горловины, теперь в следующем изнаночном ряду мы от края горловины закрываем в начале 3 петли. Закрыв 3 петли, далее мы продолжаем вязать все петли до края проймы изнаночной. Следующий ряд, лицевой ряд, мы вяжем по принципу предыдущего ряда. И далее в изнаночном ряду мы будем закрывать 2 петли для закругления выреза горловины. И еще через ряд в изнаночном ряду здесь закроем мы еще 1 петлю. И далее плечо необходимо довязать до высоты плеча по спинке. То есть если мы не довязали до выреза горловины 3 раппорта ажурного узора или 6 рядов, то после того, как мы закрыли вот 14 или 13 петель, затем 3, 2, 1 петлю, и еще необходимо провязать плечо на оставшихся петлях на высоту 6 рядов. И далее уже после только закрываем все петли для плеча. Для второй половины переда мы здесь присоединяем нить к центру и в первом ряду, в лицевом ряду, закрываем в начале от центра к пройме 13 петель. Далее продолжаем вязать ажурный узор по рисунку и довязываем здесь петли до проймы. Изнаночный ряд от проймы мы довязываем до края горловины без убавок. И таким образом закрываем также от центра к пройме в начале 13, потом 3, 2 и 1 петлю. И затем на оставшихся петлях провязываем еще на высоту 6 рядов по рисунку ажурного узора. И далее закрываем плечо. То есть мы довязываем плечо и по одной, и по второй стороне до той же высоты, что и у нас плечи по спинке. Дорогие рукодельницы, я почти закончила вязать топ, закончила перед, выполнила плечевые швы. И теперь мне только осталось обвязать проймы, горловину и сделать петельку и пришить пуговицу для застежки по спинке. Смотрите, проймы и горловину я обвязываю крючком, обычными столбиками, без накида. Я беру крючок номер 3,5 по толщине своей пряжи. Если вы хотите чуть свободнее сделать, можете взять крючок номер 4. Делаю начальную петлю. И мне удобно присоединять нить где-нибудь в районе шва, где потом вот этот хвостик легче всего было бы замаскировать. И вкалываю крючок в кромку, провязываю через начальную петлю, 1 воздушная петля подъема, и смотрите, по пройме, здесь по вертикальной стороне мы будем вязать столбики без накида.
из кромочных петель, которые располагаются вот по вот торцевой стороне. То есть не те, которые загнуты внутрь, а именно вот они идут по торцевой стороне, вот эти кромочные петли. И из каждой петли провязываю столбик без накида. И после обвязки вот по вертикальной стороне, конечно же, здесь мы по низу тоже провяжем столбики без накида. И вот этот край будет ровный, более плотный, аккуратный и красивый. И здесь тоже будет край плотный, он будет не растягиваться и хорошо держать форму. А горловину мы тоже обвязываем столбиками без накида. И по спинке здесь на углу выполняем небольшую арочку из 3 воздушных петель для петли для застежки на пуговицу. И вот этот вот вырез, капельку, тоже обвязываем столбиками без накида. И на этом все, топ будет закончен. Нужно будет его постирать и высушить на ровной поверхности.